Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу замечательную поддержку, за лайки, подписки. Спасибо вам за ваши комментарии. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада звучит так. Что он осознает обо мне прямо сейчас? Внутреннее озарение о вас. Давайте посмотрим, что мужчина, загаданный вами, может быть, правда, у него какой-то инсайт о вас, какая-то новая информация у него в голове, да, что там щелкнуло у него в голове о вас. Это может быть и позитивное, и негативное, девочки. Может, наоборот, он, в смысле, негативное для вас, позитивное для него. Он такой: боже мой, слава богу, я перестал болеть ею, да. Все прошло, как с яблонь белый дым. Или он: как меня боженька отвел от нее, да. Она меня разорила, да. Ладно. Это юмор такой, девочки. Вы не такие, да? Я не такая. Давайте, пожалуйста, сейчас сделаем сигнификацию загаданного человека, да? Вы, пожалуйста, подумайте о нем, вспомните его глазки, улыбку его, назовите его имя. Какой он? Представьте его. Вспоминаем хорошее. Сейчас, если сигнификация этого мужчины, да, срезонирует, вы его узнаете, значит, есть смысл смотреть расклад до конца. Один вариант. Давайте смотрим. Какой он этот мужчина? Какой он мужчина? Ух ты! Я о мужчине, а он мне показывает какой-то гарем или коллектив женский. Причем женщины какие-то насупленные, особо нерадостные. Может быть, показывает свое прошлое. Да? Мужчину покажите мне, пожалуйста. Мужчина. Опять. Эта карта на вас часто выходит. Мужчина, покажите, пожалуйста. Ну вот, любовные треугольники пошли. Женщины, две женщины, да, блондинка, брюнетка, мужчина. Понятно. Покажите мужчину. Угу. Так, это его состояние. Угу. Да. Так, вот кто там говорил о бумерангах, ну, не обязательно в отношении вас. Тут у него бумеранги. Тут, наверное, этот коллективный женский разум, да, возможно, женщины, которых он обижал по жизни, где-то очень некрасиво себя вел в отношении их. Тут мужчина, как я могу игнорировать эту карту? Ну, тут мужчина, который как минимум раз находился в этих треугольниках, да, где у него было две женщины, и вполне возможно одна постоянная, вторая там, может, не знаю, в роли любовницы увлечен был. Тут у него, похоже, прилетает отчасти. Может быть, за это. Так, давайте смотреть. Первая карта — это прям какой-то женский коллектив, да, может быть, женщины, которые, в принципе, тут я даже почему-то мне хочется так прочесть, девочки. Понятно. Рядом с ним вот почему-то мне идет, как будто бы женщины стараются выглядеть лучше. Он их даже мотивирует чем-то. Я не знаю, может, он может как-то так, не знаю. Ну, не обязательно манипулировать, но он как-то себя может так вести, выстраивать коммуникации с ними, с женщинами. Может быть, давать какие-то, не знаю, сигналы, да, вот как-то так он себя ведет, может быть, дает им повод надеяться на то, что, ну, они могут с ним то ли быть в отношениях, то ли чуть ли не стать единственной женщиной. Вот тут как-то так идет. При этом я не сбрасываю со счетов, что женщины и сами тут к нему это проявляются, заинтересованы в нем. Он у меня идет по карте звезда, может быть, местная какая-то достопримечательная звезда. Мужчина интересный, тут и интеллект у него присутствует, и внешние данные.
может быть, там, золотые руки, в принципе, специалист какой-то, да, вот в своей какой-то отрасли, да, какую-то нишу занимает. Тут, ну, может, во всех смыслах достойный, может, человек, ну, если не брать в расчет эти треугольники, да, его непонятные какие-то запутанные взаимоотношения именно с женщинами. Тут такой мужчина, у которого может быть какие-то запасные аэродромы, женщины, которые находятся длительное время в подвешенном состоянии, и они до конца не понимают, кем они для него являются. Тут как-то все так мутненько. При этом вот это тут любовный треугольник, а дальше карта компас, и тут карта звезда, и тут карта, вот эта, она сродни повешенному, это карта утопленник. Это состояние человека, который, ну, если вот так вот это прочесть, то как будто бы мог, тут, если он выбор делал в одну, ну, сторону какой-то из женщин, да, если был любовный треугольник, то какое-то время он, может, был и по карте звезда, он чувствовал прям, может быть, себя, ну, где-то на коне, он чувствовал, что, может быть, я правильно сделал, я по-другому не мог, там, и еще что-нибудь такое, ну, как будто бы звездой себя ощущал в полной мере, может быть, кайфовал. А дальше это ощущение, оно сменилось, ну, ощущение, как будто бы он то ли в жертву сам себя принес, то ли сделал не совсем правильный выбор, то ли где-то, ну, как будто проиграл он. Ну, тут как-то так, девочки. Просто настолько вот разница, как человек себя ощущал. Вот корона прям на голове по карте звезда. Ну, может быть, такой период был в его жизни, да, когда, ну, фартило. Опять-таки, я не сбрасываю со счетов, что он тут и умничка, и, может, повторюсь, и талантливый, и способный. Там, тут прям по звезде, девочки, у него может быть миссия, призвание, он может идти за этой мечтой, прикладывать усилия. То есть я, ну, не сбрасываю это со счетов, я не умаляю его достоинства. Но вот тут, насколько он чувствовал, что у него там все прекрасно, может быть, там в карьере, там взаимоотношения какие-то, вот если он какие-то выбрал, то сейчас какое-то такое опустошение, тяжесть. И, но при всем при этом, смотрите, я уточнила, чего это касается, да, это какие-то у него в жизни сейчас проблемы, непреодолимые препятствия, карта горы, где-то идут расходы, может, он и зарабатывает неплохо, но, да, возможно, вы не знаете, да, если у него там расходы могут превышать его доходы, то есть человек, может, сколько бы ни зарабатывал, то ли там, ну, разного рода бывают расходы, да, девочки, не приведи Господи, там, приболели, там, родственники, там, или ему нужно, да, вот, или там, ну, опять-таки, какие-то ипотеки, выплаты, еще что-нибудь, может, проигрался, еще тут как будто бы, сколько бы он ни зарабатывал, ну, у многих аппетит приходит во время еды, да, растут тут эти запросы, тут то же самое может быть. И карта бездействия, у него как будто бы даже нет сил, по большому счету, вот, выйти из такого какого-то нересурсного состояния. Апатия, депрессия тут, скорее всего, даже. И карта Луна, это, ну, почему я сказала про эти бумеранги, девочки? Потому что тут часто вот так вот как-то, если повешенный, если в классике повешенная Луна, девочки, это часто магическое воздействие. Тут это авторская колода, ну, она сродни этой энергетики, да, тут утопленник. Тут тоже вот такое депрессивное состояние, состояние по Луне, когда ты особо уже даже и не веришь, что все будет когда-то хорошо. Вот как-то так. Почему-то состояние нестояния во всех смыслах. Ладно. И я не буду говорить, что тут прям магическое воздействие какое-то. Я скорее склонна утверждать, что если он в свое время как-то очень некрасиво себя вел в отношении с женщинами, каким-то боком ему вот эти бумеранги прилетели. Где-то может быть разочарование. Ну, не знаю, может, в той женщине, с которой он остался. Тут даже не в женщине дело. Тут в отношении... У него как будто бы радость жизни пропала. У него как будто вкус к жизни пропал. Он к чему-то тут стремился. Может быть, он этого и достиг, но оно ему почему-то сейчас все не в радость. И самое интересное, карта бездействия. Тут, видите, сидит девушка на камешке, ну, на камушке, да, и она нифига не делает, по большому счету, для того, чтобы выйти из этого состояния. То есть и он ничего не делает. То ли нет сил, энергии, то ли в принципе не знает, как уже что-то изменить.
по Луне очень много неопределенности. Может, в его жизни очень много неопределенности. Ну, так. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Так, смотрим. Что он осознает обо мне прямо сейчас? Внутреннее озарение о вас. Что он осознает о вас прямо сейчас? Внутреннее озарение о вас. Внутреннее озарение о вас. Что он осознает о вас прямо сейчас? Внутреннее озарение о вас. Все-таки мне это тоже хочется вытащить. И возьму сбоку еще эротическую положу. Да нет, две. Внутреннее озарение о вас. Инсайты о вас, да? Что он осознает о вас прямо сейчас? Ну, давайте будем открывать. Смотрите, как интересно. Карты вышли, которые на него ложились. Карта вот этот утопленник, ну, он же повешенный, он же Гоша, он же Гога, да, как в фильме всем известном. И тут карта компас. Сейчас интересно. Я же говорю, тут какие-то как бумеранги. Вот осознает о вас. Сейчас, наверное, осознает о вас, что когда-то и вам было настолько плохо, и он был причастен к этому. Ох ты, ё-моё, да. Что он осознает о вас прямо сейчас? Ага. Эта карта, она меня всегда так прям до мурашек. Мне прям, не буду говорить плохо, но мне всегда так прям болезненно эту карту читать. Смотрите, о чем эта карта. Это карта женщины, в данном случае он о вас же осознает. Написано ангел, да? Я не говорю, что вы ангел, я не говорю, что у вас там нимб над головой, но где-то в своей любви, где-то в своей какой-то доверчивости, не знаю, наивности, может быть, вы были сродни этому ангелу, по крайней мере, вы искренне любили, вы летели на этих крыльях любви, доверяли ему и полностью попали во власть этого человека. Он тут проигрывался как господин, он все вел себя как господин, он это осознает. Вот это озарение, инсайт этот о вас, о том, что вы пострадали от его каких-то действий. Тут, скорее всего, даже карта господина — это от его, может быть, эгоизма, гордыни, от его желания где-то управлять вами, быть не наравне с вами, не в партнерских отношениях, а тут почему-то он все-таки считал вас, ну, может быть, не обязательно слабее, нет, но как будто бы себя он считал вправе управлять ситуацией и вашими взаимоотношениями, как будто бы, ну, правда, он чувствовал власть над вами, девочки, вот тут вот. И вот эта карта, видите, женщина пострадала от любви, у нее она вот поднималась в небеса, ну, парила на крыльях этой любви. А этот мужчина, вот этот господин, он безжалостно вырвал эти крылья любви. Видите, этот ангел упал, крылья оторваны, этот ангел упал с небес на землю. Так вот, что он осознает о вас? О том, что он говорит: я прекрасно понимаю, что я эту женщину в свое время, может быть, из-за каких-то ограничений, опять-таки, ну, у каждого свое, да, клетка, не свобода.
она проживала как будто бы отчасти из-за меня, он понимает, ну, то есть из-за него. Такое состояние, опять-таки, по утопленнику, поэтому это, то есть депрессия, апатия. Состояние, как будто бы тебя предали, вырвали у тебя эти крылья. И вы из этого состояния по карте компас искали выход. Может быть, даже долго искали из этого выход. Может быть, даже пытались понять, почему с вами это случилось, за что ты так со мной. Если это были, тут карта мечты, иллюзии, видите, девочка держит в руках это розовое фламинго, а тут еще ежик какой-то. Может быть, он увидел вас, да, отчасти как, может быть, наивной, доверчивой, как ребенок, вот такая какая-то, может быть, даже девочка, которая верит в волшебство, в чудеса, в ту самую идиллию, в ту самую, не знаю, романтичную любовь какую-то. Ну, может быть, женщина, да, отчасти там все придумала, надумала, это все-таки мечты, эту любовь. Но в любом случае он себя вел некрасиво по этой карте, господин. Он себя посчитал, как будто бы он посчитал, что он вправе эти крылья оборвать, растоптать, это все, эти мечты растоптать. Вот тут так, вот тут этот инсайт у него. Так. О чем? У кого-то может быть тоже, девочки, история о том, что или он не свободен. Эта карта часто по правосудию, она выходит на человека, который находится, ну, отчасти, да, в золотой клетке. У кого-то это вот совсем не золотая, но это какие-то ограничения, это клетка. И все, что он может, это, находясь в этой клетке, это как подглядывать и, может быть, даже кому-то давать какие-то надежды призрачные, да, но при этом он неизменно возвращается в эту золотую клетку. Тут вот как-то, тут у всех же разные ситуации, может быть, да, если вы были не свободны, то он может даже тут как будто бы вас считать. Тут эта карта, она так и надо читается, как женщина, которая манипулирует мужчиной. И он говорит, в этом, даже какая была, не была, может быть, там наивная, доверчивая, но может быть на тот момент он даже мог считывать, что вы, если вы там не свободны, что вы в любой момент вернетесь там, допустим, в семью, или у вас есть какой-то партнер, то тоже как-то он мог это считывать, да, что вы не до конца определились, или он мог бояться, что вы им манипулируете. Тут что-то такое. Так, озарение еще у вас. Что он осознает о вас прямо сейчас? Смотрите, он осознает то, насколько бы связь между вами не была, тут яркая, тут карта Эрос, видите, связь мужчины и женщины, насколько бы там вы не хотели быть с ним бы, насколько вы не болели бы им, да, привязанность, эта зависимость не была бы, то у вас все равно произошло сейчас освобождение. Видите, тут разрываются эти цепи. Человек разрывает осознанно эти цепи, прикладывает усилия. То есть где-то вы от этой любовной зависимости избавились. У него это приходит озарение. Может быть, вам было это и больно, и тяжело, но вы справились. После этого как будто бы у вас был энергетический пробой, да, женщина, видите, которую пронзают эти стрелы, эти птицы, как энергия улетает, уходит. Особенно больно было, эта карта крысы, это предательство. Вот не зря эта карта, вот тут ангел, где крылья вырвали, и внизу карта крысы. Видите, женщина целует крысу. Особенно больно было, наверное, осознать, что, ну, скажем так, у вас с ним разные взгляды на ваши взаимоотношения, разные взгляды на вообще, может быть, понятие любовь. Ну, как-то так, может быть, да. Ну, у кого-то, повторюсь, кто-то намечтал себе, придумал его, но я думаю, этот мужчина приложил какие-то усилия для того, чтобы где-то вы какое-то время оставались в этих мечтах. Так, о чем? Инсайт осознает, что о вас. Ваша карта вышла, карта подозрения, карта лилии. Ну, я могу это прочесть так, что он осознает, как будто бы, что как бы вам не было плохо в прошлом, но вы это прошлое уже оставили в прошлом, девочки. Мне так это вот идет. Карта подозрения. Тут не то, что вы подозреваете. Это, скорее всего, его он подозревает. То, что вы где-то переболели уже им. И карта лилия. Тут даже подозревают, что
Где-то ваша жизнь, она, может быть, как была, там, наполнена, и какие-то шансы вы от жизни брали, пытались воплотить, да, какие-то, там уже, не знаю, у вас планы есть, да, вот вы как будто бы планировали, жили, цвели и пахли, то так и продолжаете. Ему кажется, вот тут прям подозрение у него, да, кажется и подозрение о том, что вообще я какой-то след в ее жизни оставил, а кем я для нее был. Тут человек, который, ну, он себя может ощущать, человек, который там вырвал эти крылья любви, где-то предал, может, вас. Но несмотря на это, карта Лилия это все-таки чистота, то есть как бы там ни было, а вы так и остались добрым, светлым человеком, да, он вас, я не могу сказать, что на вас как-то так прям ему со стороны кажется, озарение, что ну, вас эта история не испортила, вас эта история не превратила там, уже не знаю, в какую-то озлобленную рымзу, да. Нет, карта Лилии это красота, это чистота, это рост, развитие, вот тут такое что-то, вот такие у него озарения сегодня случились, девочки, по поводу вас. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч.